Добро пожаловать! На связи команда Kitar.io, и мы продолжаем наш курс по работе с трекером. Сейчас хотелось бы остановиться на такой теме, на такой обширной теме, как выбор сервера для трекера. В этом видео будет две части. Первая, дам всю общую информацию по серверам, отвечу на все самые часто задаваемые вопросы, и после этого у вас сложится картина того, как подобрать сервер, какими критериями руководствоваться и что для этого нужно сделать. Во второй части видео покажу, как на реальном примере купить сервер, поставить туда трекер и посмотрим все реальные какие-то моменты, которые могут появиться в процессе. Тоже дам на них ответы. Что такое сервер? В двух словах. Сервер — это хранилище данных, где будет установлен трекер и где будет храниться вся его статистика, все данные, все, что будет там обрабатываться. Это хранится на сервере. Для чего нужен сервер Kitara? Kitara — это self-hosted трекер, то есть каждый трекер уникален, он должен быть установлен на вашем личном сервере. У нас нет централизованного хранилища ваших данных. Все трекеры, каждый трекер принадлежит только вам. У нас нет туда доступов, нет доступа на ваш сервер. То есть в силу типа продукта Kitara — это self-hosted трекер, и он обязательно ставится на отдельный сервер. Переходим непосредственно к выбору сервера. Что важно понимать? Это обязательно должен быть VPS или VDS сервер. Трекер нельзя установить на веб-хостинг. Обязательно на сервере должна быть установлена OS, операционная система CentOS 8 Stream или CentOS 9 Stream. Только CentOS 8 Stream или CentOS 9 Stream. Это также обязательное требование. Далее нам необходимо выбрать геосервера. Что такое геосервера? Вот здесь пример есть. Некоторые типы гео. Гео, по сути, это место, в котором находится дата-центр с вашим сервером, с вашим большим компьютером, который называется сервер. И в зависимости от того, где вы будете получать лиды, то есть в зависимости от того, кто ваша целевая аудитория, в каком регионе, в каком городе, стране они находятся, там же, чем ближе к этой целевой аудитории, к этому региону вы выбираете сервер, тем лучше, тем быстрее будет пинг. То есть, если вы, например, хотите лить трафик на Западную Европу и получать оттуда лиды, сервер целесообразно выбирай где-нибудь в Амстердаме, в Париже, в Лондоне, максимально близко к вашему целевому гео. Это не значит, что сервер должен находиться прямо в том же месте, где ваши лиды будут собираться. Но выбирать его нужно по принципу региональной принадлежности, скажем так, да, то есть это Европа, Америка, Южная Америка, Северная Америка и так далее. Если вы хотите лить, например, и на Южную Америку, и на Азию, то в таком случае лучше, естественно, купить два сервера и поставить два трекера и разделить эти гео. Но это не является обязательным условием для правильной работы трекера. Это нужно просто для того, чтобы пинг, то есть скорость отправки запроса и получения ответа от сервера была быстрее. Чтобы ваши клиенты быстрее получали информацию в браузере, не сидели, не обновляли вот так вот страницу по 10 раз. Поэтому в целом это важно. Итак, резюмируем по гео. Выбираем гео в зависимости от региона, куда будете лить. И лучше выбирать, чем ближе к региону, тем быстрее будет пинг. Далее, есть такая характеристика, как объем кликов в сутки. Что это значит? Это объем кликов, который будет приходить вам с источника. То есть количество кликов по вашей рекламе в сутки. Это также влияет на выбор сервера. И есть вот здесь у нас табличка по сравнению этих характеристик. То есть если, например, у вас меньше, чем 10 тысяч кликов в сутки будет, вам достаточно будет характеристик железа 2 гигабайта оперативной памяти и одного ЦПУ. Если у вас до 10 миллионов кликов, то это 64, соответственно, гигабайта и 8 ЦПУ. То есть, видите, да, пропорционально растет количество железа, количеству трафика, что естественно. Тип виртуализации КВМ. В двух словах. Виртуализация — это процесс создания виртуального сервера из выделенного. Просто запомните, что виртуализация обязательно должна быть КВМ. На dedicated серверах, на VDS, виртуализации нет, она есть только на VPS. Также не должно быть никаких дополнительных панелей управления на сервере, никакого дополнительного софта, не должно быть предустановлено веб-серверов типа Apache или Nginx, не должно быть предустановлено PHP, там ничего не должно быть. Он должен быть чистый сервер с установленной операционной системой. Где взять доступы на сервер? Обычно это два варианта. Первый, вам приходят доступы после регистрации на почту, это называется root доступ, то есть главный суперпользователь root. У него есть все права для создания, редактирования, чтения всех файлов и всех данных на сервере. Либо же эти данные хранятся просто у вас в личном кабинете, в панели управления на сервере. И мы можем переходить к практической части, где я покажу просто вот сейчас на примере, как купить сервер и запустить там установку. Опять же, это актуально будет, если
вы хотите самостоятельно поставить скриптом наш трекер, а не хотите воспользоваться инструкцией из личного кабинета на сайте Kitara.io, которую я показывал в самом первом видео на нашем курсе, видео про регистрацию. Итак, переходим к установке, к практической части. Буду показывать как есть, чтобы вдруг, если будут какие-то ошибки, вы их тоже видели. Вы видели все трудности, с которыми можно столкнуться в процессе регистрации, потому что интерфейс провайдеров часто меняются, у них появляются какие-то новые методы авторизации, регистрации, в общем, что угодно. Поэтому, если даже здесь мы столкнемся с какими-то проблемами, то будем их вместе вот по ходу решать, и заодно я смогу показать вам какие-то моменты. Итак, давайте на примере Vultr попробуем, да, вот у нас там выбираем самый маленький объем кликов чисто для демонстрации, вот он наш Vultr, переходим по ссылке, либо вы можете просто в браузере зайти на vultr.com. Готово. Открылась главная страница провайдера. В первую очередь нам нужно зарегистрироваться. Если зарегистрированы уже, то просто залогинивайтесь. Я буду с вами проходить полностью этот путь, поэтому переходим на регистрацию, sign up. Готово, все требования соблюдены. Подтверждаем, я не робот. После регистрации открывается панель, в которой мы указываем метод оплаты. Это кредитка, это PayPal, криптокошелек, что угодно. Опять же, эти способы оплаты от нас, как от Кейтара, никак не зависят. Это только вултровские или любого другого провайдера условия. Поэтому, если будут какие-то вопросы к ним, вот здесь окно чата, можно с ними связаться, написать, уточнить все интересующие вопросы. Я укажу сейчас карту и перейдем дальше. Готово. Подтвердили карту. Либо любой другой нужный вам способ указали. Вы можете любым способом, как вам угодно, скрипты можете здесь оплатить, неважно, в общем, это на ваш выбор. Если не получается как-то зарегистрироваться, подвязать способ оплаты, это к ним в поддержку вот здесь в чате пишите, они вам дают информацию. Точно так же у любого провайдера. Мы должны подобрать такой сервер, который подойдет по характеристикам для установки и работы Кейтара. Итак, Cloud Compute — это наш вариант, это облачный сервер. Облачный сервер, который делается с помощью технологии виртуализации. В нашем случае технология виртуализации — это КВМ. Идем дальше. Вот здесь CPU and Storage Technology. Об этом ничего у нас в документации не говорится. Значит, по сути, нам безразлично о том, какая технология хранения и какой модели процессор будет работать на вашем сервере. Поэтому мы просто оставляем, можем AMD оставить, Intel, давайте вот здесь любой оставляем. Единственное, что, как вы можете заметить, да, уже меняются некоторые параметры вот здесь и локации этих серверов. Но по сути для нас это не важно. Я не останавливаюсь на этом здесь сейчас, поэтому выбрали Intel вот сейчас, готово, пускай будет Intel. Далее мы идем. Сервер Location. Это то, о чем я тоже говорил. Это геосервера. У нас здесь на выбор, как я и говорил, тоже по принципу региональному. Америка, Европа, Австралия, Азия. Стоит Лондон, окей, допустим, мы хотим на Лондон заливать, на Британию, на Западную Европу, там продавать наши товары и услуги. Все на ваш выбор, на ваше гео. Ориентируемся по тем советам, которые я давал, то есть чтобы пинг был поближе. Вот. Далее. Сервер Image. Операционная система, да, смотрим. У нас здесь на выбор несколько операционных систем. Опять же, как я и говорил, наш вариант это CentOS. 8 стрим, 9 стрим. Давайте новенькую ставим. CentOS 9 стрим. Все, чтобы у нас по последнему слову было, так сказать. CentOS 9 стрим. Но на восьмерке тоже работает, все нормально. Вот здесь Marketplace Apps. Здесь уже есть по факту наше предустановленное ПО. То есть Кейтара можно выбрать уже по умолчанию для установки на сервер. Вот, здесь мы можем выбрать и автоматически все установится. Но цель нашего видео дать как можно больше информации по выбору сервера, показать различные нюансы. Поэтому мы пойдем более длинным путем, но который позволит вам узнать что-то о серверах. Далее, сервер size. Это как раз то, о чем я говорил. Это железо. То есть, исходя из количества кликов в сутки, мы выбираем наше железо. 1 CPU минимум нам подходит, 2 гигабайта оперативной памяти подходит, отлично, можем брать этот. Если у вас больше кликов и вам необходим мощнее сервер, естественно, ориентируйтесь дальше уже на ту табличку, которую я показывал, и вот здесь выбираете подходящий вам. Листаем ниже, Add Auto Backups. Смотрите, это полезная штука по сути, но не обязательно для того, чтобы Кейтара работал. Это автоматическое сохранение ваших данных. Периодически будет у вас сохраняться ваш бэкап, ваш дамп, и все данные будут в безопасности. Дополнительные возможности тоже на ваш выбор. IPv6 поддержка, защита от DDoS — это не обязательно для работы Кейтара.
SSH-ключ. Если вы хотите получить доступ на сервер не только как root пароль, да, как пользователь root пароль, но и через ключ, можете также добавить его, но это не обязательно. Те, кто не знает, что такое SSH-ключ, проще будет погуглить. Те, кто знает, не обязательно им рассказывать, для чего он нужен. Не буду тоже на этом останавливаться. Здесь просто название сервера и какие-то заметки. То есть для вашего личного кабинета, это только для вас тоже информация. Окей, deploy now. Сервер added successfully. Сделал себя чуть поменьше тут. Далее переходим сразу к установке трекера на сервер. Вот здесь чуть внизу пролистали, да, смотрим, у нас есть информация по нашему серверу, все как мы заказывали. Статус ранен, значит у нас он уже запущен. Если он еще инсталлен или вы не можете зайти на сервер, нужно немножко подождать какое-то время, пока он создастся. Вот здесь мы можем развернуть и посмотреть информацию касательно нашего сервера. Это то гео, которое мы заказывали. Вот они, SSH доступы на сервер. Это IP-адрес, это имя пользователя root, суперпользователь, да, наш root. И пароль, который позволит нам войти. Вот здесь характеристики: 1 CPU, наши 2 гигабайта RAM, вот они наши 50 гигабайт SSD и так далее, CentOS 9, то есть вся наша информация по серверу. Чтобы установить трекер на сервер, нам нужно попасть как-то на этот сервер и запустить скрипт. Как попасть? Очень просто. Переходим на страницу termius.com. Нам нужно просто скачать терминал для доступа. Вы можете скачать любой терминал, какой захотите. Putty, Termius, на Mac любой. В общем, что угодно можете скачать. Я просто показываю тот, которым сам пользуюсь и который бесплатный, хороший, нормальный терминал. Вот он сайт этот, termius.com. Пролистываете вниз. Вот здесь download для вашей платформы. iOS, Android, macOS. Все, ставите себе тот, который нужен. У меня он уже установлен, поэтому я просто захожу, открываю этот терминал. Это программа, которая позволяет нам залогиниться на сервер и выполнять там определенные действия. В нашем случае установка. Поле, в которое вы вводите данные для логина на сервер. Наши данные, где взять? Там же, где мы только что их смотрели. Вот здесь, в информации про сервер. Берем IP, копируем IP, и нам нужно заполнить форму входа. SSH, user, собака, hostname. User — это имя пользователя, то есть root в нашем случае. Hostname — это IP сервера. Заходим на сервер. Root. И вставляем собака, вставляем адрес. Отлично. Запрашивает пароль. Add and continue и password. Пароль. Вот он наш пароль. Копируем. Вставляем. Все, мы на сервере. Отлично. Все, что нам нужно сделать, это ввести скрипт автоустановки вот здесь на сервере. Скрипт этот берется в нашей документации. Выбор сервера, установка, раздел установка, docs.keytar.io, установка. Вот он этот скрипт. Ctrl-C. Вставляем. В этом терминале в Termius вставить это Ctrl-Shift-V. Не Ctrl-V, а Ctrl-Shift-V. Зажимаем, вставляем скрипт. Поехали. Пошла установка. Все, что нам теперь требуется, это подождать, когда скрипт-установщик выдаст нам данные для входа, ссылку нашу. И все. Если оно зависает, вот, например, вот так, или будет висеть полчаса, это ничего страшного, нормально, скрипт работает. Когда он закончит работу, вам выдастся ссылка. Готово, трекер установлен, Keytara is installed. Теперь нам нужно просто скопировать эту ссылку. Можно просто перейти по ней, скопировать ссылку, перейти по ней и открыть в браузере. Если вы просто кликните на нее, она автоматически откроется. Открывается окно, где нужно ввести ключ лицензии. Где получить ключ лицензии, я рассказывал в видео про регистрацию, а именно в личном кабинете. То есть переходим в личный кабинет на сайте Keytara.io. Нам уже не нужно делать sign-up, потому что мы зарегистрированы login. Готово. Вот он наш ключ лицензии на нашем аккаунте. Копируем его. Сюда добавляем. Валюту выбираем ту, в которой хотим, чтобы трекер отображал наши отчеты, вел статистику в этой валюте. Default Time Zone — это часовой пояс. И валюту, и таймзону вы сможете поменять в настройках трекера, в настройках профиля. Save, сохраняем. Готово. Вводим наш логин, вводим наш пароль. Эти логин и пароль вы будете использовать уже для входа в трекер, не на сайт, не в личный кабинет, а именно в панель управления трекером, в дашборд, где будет вестись вся статистика и вся ваша работа проходить. По умолчанию здесь стоит админ и password не заполнены.
Вы ставите любые свои, какие хотите, жмете Create. И все, готово. Мы в трекере. На этом, по сути, тема выбора сервера и установки закончена. Если вам нужно посмотреть, как установить трекер из маркетплейса, то есть предустановку, это можно сделать в личном кабинете, вот здесь, как я показывал в самом первом видео, как установить кнопка, готовое видео. Но это видео, которое сейчас мы посмотрели, я записал просто для того, чтобы дать вам больше информации, дать ответы на ваши вопросы и расширить просто кругозор для тех, кто хочет научиться работать с трекером Кейтара. Поэтому дальше больше новых видео, новых интересных кейсов, это только начало. Только мы зашли в трекеры, нас ждет впереди еще много интересного. Всем большое спасибо за внимание, за то, что выбрали наш продукт. Мы будем стараться делать для вас все лучше фичи, все лучше трекер, все лучше поддержку и стараться развивать и поддерживать наше комьюнити. Поэтому спасибо за внимание и до встречи.